Всем привет! И снова у нас в эфире порванная пятка. На этот раз я решил придумать более простой способ, потому что многие немножечко меня покритиковали. Можно сделать так, можно сделать этак. Сделаем максимально просто, максимально быстро. Для тех, кто сомневался в надежности того крепления, которое я предложил, просто с помощью клея. Вот наглядное доказательство, что нигде ничего не отклеилось, все держится. То, что я их носил, вы видите, вот здесь так активно потерлась пяточка, вот аж до белого цвета. То есть я около месяца их носил, все нормально, ничего не отпадает. А ремонтировать мы будем с помощью вот такого и вот такого. Это все можно купить на китайском сайте. Я купил у местных ритейлеров. Или как их можно по-другому назвать, не будем называть. Это стоило около $4. Вот это стоило около $2. И это стоило около $1,5. Посмотрим, в чем же отличие. Сразу скажу, здесь внутри две заплатки, поэтому в принципе цена тоже адекватна. В Китае это все будет ровно в 2 раза дешевле. Начнем вот с такой ерунды. Она очень часто встречается на том же Али. По качеству такая себе ткань. Размер можно, как вы видите, уменьшать без проблем. Все это крепится на самоклейке. Насколько крепко она держаться будет, точно вам не скажу. Попробуем. Следующее. Довольно странная штука. Я ее взял, потому что не так уж много вариантов для ремонта пятки. Вот она вот так вот клеится. Это клеится под пятку, возможно, чтобы было более мягко передвигаться в вашей обуви. И здесь, видите, верхний кант более толстый. Это должно бы зафиксировать лучше вашу стопу. Пробовал отклеивать немножко самоклейку. Пальцу липнет неплохо. И самый продвинутый набор. Фуд-продукт. Если будет хорошим, то запомните, как выглядит упаковка, потому что особых названий здесь нету. Итак, вытряхиваем. Данная заплатка встречается во многих цветах. Это офигеть какой плюс. У нас еще в комплекте, я так понимаю, 2 салфетки для протирки, то есть для дезинфекции, так сказать, и лучшей адгезии. И вот такая вот фигня. Не знаю, что это. Давайте посмотрим. Нифига себе. Вот это забота обо мне. Заплатки здесь 2 размеров, вот эти маленькие, не знаю. Это, возможно, подойдут, когда у вас еще свежий кроссовок, вы сразу наклеили, ходите и вообще не паритесь. А вот это уже, я думаю, нам пригодится и сможем заклеить наши проблемные места в кроссовках. Хотя, может, и эти пригодятся. Итак, первое, это ботинок New Balance. Ботинок классный, модель 754, пятка. На удивление, все равно протерлась, хотя на ноге сидели очень хорошо. Это первый вариант. Второй вариант, я их иногда называю холлифингерами. Первый раз пользуюсь обувью данного бренда. Я думал, эти не будут протираться. Природа дает о себе знать, и они опять же начинают потихонечку протираться. Возможно, здесь поможет нам маленькая заплатка, потому что это только начальная стадия. Кстати, если кто думает, что я делал ремонт только для того, чтобы сделать видео, нет. Вот смотрите, еще одни себе починил кроссовки. Это какие-то Neo Adidas. Пятки были здесь в хлам, я их тоже починил. Не совсем подходящий, наверное, был клей, но тем не менее все держится, все отлично. Так что не только для видео. И вот такая еще у меня есть интересная модель. Была переходная модель, и получается здесь брак. С одной стороны написано Northland, с другой Grisport. В итоге они шли, вся эта партия со скидкой. Качество вообще отличное. На мой взгляд, лучше, чем те же Эко. Ничего не отваливается. То есть вот это 3 сезона. Ну а пятка, как обычно, в хлам. С них, я думаю, и начнем. Вообще никак. В принципе, можно. Попробуем другую. Вообще неплохо стало. Вот эта тканевая что-то сюда вообще никак. Клеим вот эту. Но тогда у нас остается вот здесь вот небольшой протертыш. Ну, он дальше вряд ли будет протираться, но тем не менее. Пока сюда подходит 2 варианта. Так, пробуем вот эту. Зашла как себе домой. Прям хорошо. Не знаю, насколько крепко, но вот видите, вот такой заплаткой отремонтировать это в считанные минуты. Вы взяли, наклеили, желательно на новые, а не протертые, и вообще ходите без проблем. Ну вот это что-то мне пока не идет сюда. Возможно, это подойдет. Простые вещи, да, то есть правильно вырезаны, вы их просто ставите, она опирается и вообще всю дырку, если честно, закрывает. Итак, я определился. В New Balance будем клеить тонкую, неплохо смотрится.
В Норзланде будем клеить вот эту вот с подставкой под пяточку. Неплохо тоже она сюда зашла. В Томе будем клеить, ну, вот такую вот маленькую, такую же, как New Balance, но более мелкую. Она, кстати, я думаю, будет неплохо работать как профилактика, потому что второй вообще не протертый, здесь чуть-чуть протерто, и как бы, я думаю, будет неплохо. Вот эту пока оставим, не знаю, куда ее применить. В принципе, неплохая, и в какие-то летние кроссовки она, я думаю, отлично зайдет. При покупке можно сразу наклеить и носить. Практически онлайн все это делаю, там немножко, конечно, вырежу. Вот это и все. Ой, воняет диким каким-то клеем. Чуть-чуть потру. Не знаю, что там китайцы придумали, но воняет она дико. Это я вам честно говорю. Надеюсь, она увеличивает адгезию, как у них написано. Мне этой тряпочки хватит как раз на 3 кроссовок. Надеюсь, конечно, в этой тряпочке есть какой-то толк, потому что воняет она, ну, жутко. Пальцы вроде целые, кожу тоже не растворяет. Вот такая вот самоклеечка. Сука, липкая. Низ я сразу не отклеивал, потому что если еще и низ будет клеиться, то он вас просто задолбет, и вы не сможете приклеить, оно будет ко всему липнуть. Не знаю, какая полезность вот этой нижней фигне. Но я думаю, если она будет мешать, я ее просто нафиг оттуда оторву. Как вы видите, все довольно-таки цивильно смотрится. Не знаю, когда мне это все дело ремонтируют в мастерских, мне оно как-то хуже смотрится. Здесь вот, ну, заклеил пяточку, все мягенько, хорошо, все везде пристало. Ничего не мешает. Далее у нас идет New Balance. Сюда мы применим вот такую вот ерунду. Она, кстати, тоже довольно-таки вонючая. Пованивает немножко той тряпкой. То есть, наверное, в одном помещении их делали. Хотя сделана качественно, и она самая мягкая. После отклеивания, я думаю, вообще сядет идеально. Вот так вот она выглядит. И, кстати, она очень мягенькая. То есть, вообще классная. Мне кажется, вот это самая толковая штука. Купили кроссовки, наклеили, и вообще не паритесь с этой проблемой. Я вначале клею вверх, дальше отрываю и как бы продолжаю клеить. Возможно, делаю неправильно. Кто знает, подскажите. Пятку просто села, и я даже краев практически не слышу. Мне кажется, вот это будет оптимальный вариант. В прямом, так сказать, эфире это все дело заклеиваю, и мне нравится. То есть ничего лишнего, она не выделяется, хорошо везде пристала. Очень мягкий материал. В этом деле китайцы молодцы. И, в общем-то, за $1,5 ремонт на очень неплохом, достойном уровне. Здесь у нас фактически профилактика идет, как видите, здесь. Ну, как бы что-то начало здесь вот протираться. Просто я знаю этот прикол. Потом это все становится во все стороны расхлябанное. В общем, жутко выглядит. Вот так выглядит клей. Очень липкий. На растянутую ткань, то есть, чтобы не было заминов и на замин не клеилось. Не самые, наверное, ровные у меня пальцы, но смотрите результат. Цвет, конечно, надо было взять светлый, но что-то я взял черный, поэтому ничего страшного. Рекомендую вот такой вариант, тем более к ней идет обезжиривающая салфетка. Она идет в нескольких цветах, к ней идут перчатки. Плюс здесь 2 размера, то есть подбираете себе нужный. Китайцы молодцы. Чиним пятку за 5 минут. Рекомендую.